Новое громкое назначение в Сирии. Люди в ярости или в восторге. Что же на самом деле стоит за решением, которое может изменить политический ландшафт страны? Оставайтесь с нами до конца. Вы точно не захотите пропустить, о ком идет речь и почему его имя вызывает такие споры. Сегодня в Сирии вновь вспыхнули жаркие дебаты. Повод – назначение на одну из ключевых государственных должностей. И хотя официального подтверждения еще нет, источники, близкие к новой администрации, уже подтвердили. Господин Махер аш-Шараа, родной брат главы переходного периода Ахмеда аш-Шараа, станет новым генеральным секретарем канцелярии президента. Это имя разделило сирийцев надвое. Сторонники нового руководства ликуют. Он опытный, у него за плечами пост министра здравоохранения. Он доказал свою эффективность. Но критики не дремлют. Это кумовство, это конфликт интересов. Почему брат президента? И вот на этом месте общественное мнение просто взрывается. Должность генерального секретаря – одна из самых влиятельных в государстве. Он управляет всей внутренней работой канцелярии президента, контролирует встречи, визиты, график президента и координирует официальную документацию. Это мозговой центр всей президентской машины. До 2023 года эта структура называлась Министерством по делам президентства, но в последние дни правление Башара Асада было преобразовано в Генеральный секретариат. С тех пор этот пост пустовал. Последний его владелец сбежал вместе с Асадом в Москву. А теперь давайте разберемся, почему сирийцы не могут прийти к единому мнению. Вроде бы Махер аш-Шараа не чужой политике. Он был министром здравоохранения в предыдущем временном правительстве и, надо признать, в целом справлялся со своей задачей. Но 2 недели назад он оказался в центре скандала. Его встреча с ливанской монахиней, больше известной как мать Агнес, вызвала волну осуждения. Мать Агнес – фигура крайне спорная. Она открыто поддерживала свергнутый режим Асада и отрицала химическую атаку в Восточной Гуте. Эта встреча стала красной тряпкой для активистов и организаций. И многие поспешили осудить Махера аш-Шараа за неосторожность или даже предательство ценностей революции. Критики задаются вопросами. Если главный критерий – компетентность, то неужели среди революционеров не нашлось более подходящей кандидатуры, чем брат президента, врач без опыта в административной сфере? А если все дело в доверии, не означает ли это начало чрезмерной концентрации власти внутри одной семьи? Это ли не то, против чего боролись тысячи сирийцев? Эти опасения не беспочвенны. Люди говорят о возможном конфликте интересов, о риске создания опасного прецедента. Если сегодня это брат, то кто завтра? Племянник, зять, троюродный дядя. Но и сторонники у назначения есть. Они подчеркивают, на этой должности важна не столько профессиональная подготовка, сколько абсолютная лояльность и надежность. Это не просто чиновник, это человек, стоящий на защите самого президента. А кто может быть надежнее, чем брат? Некоторые даже проводят параллели с кораническими историями. Пророком Мусой, мир ему, и его братом Харуном. Ведь именно Харун был дан ему в помощь, как поддержка и опора. Конечно, лишь бы Махер аш-Шараа не оказался как другой Махер, брат Асада. Тогда точно будет не до смеха. В социальных сетях буря эмоций. От сатирических роликов про возвращение семейной власти до слов поддержки. Он уже доказал себя министром, дайте ему шанс. А кто-то опасается, а вдруг это только первый шаг? Что, если завтра появятся и другие родственники в структуре власти? Эта история не просто о кадровом решении. Это проверка на принципы. Это лакмусовая бумажка для новой Сирии. А вы как считаете? Разумный выбор или тревожный звоночек? Пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал. У нас только самое важное и без цензуры. И не забудьте нажать на колокольчик. Впереди еще больше правды, аналитики и горячих тем.